И все-таки, как трудно идет декоммунизация. 32 года независимости Украины, но только Ющенко начал ее проводить в 2009 году. И каждый новый этап ее поднимает не только вой на болотах. Самое страшное, что и в душах многих зараженных до сих пор этой идеологией украинцев. Они так привыкли к тем или иным коммунистическим крючкам, что те советские примочки, которые влезли в их души, очень трудно выковырять. Например, такие трудноизживаемые методы пропаганды и агитации, как доски почета. Они не так безобидны, как кажутся на первый взгляд, и до сих пор используются руководителями предприятий и организаций на всей территории бывшей СССР. Изготавливают стенд с именами и фотографиями передовиков производства и вешают у проходной завода, а еще хуже в школе под вывеской «Наша гордость». И, о ужас, предложений от изготовителей таких стендов зашкаливают, а значит есть спрос на все вкусы. Это говорит о том, что тяжелое наследие советского режима продолжает свое дело в головах внуков и правнуков коммунистических деятелей. Вот только два примера. Первый. Один театральный режиссер из Драгобыча пошел забирать ребенка в школу. И пока его ждал, в ужасі лицезрел стенд «Ними пишається наша школа». Дивився він на ту дошку і думав: з раннього дитинства нас розділяють на тих, ким пишаються, а ким ні. І задає театральний режисер риторичне питання: скільки ще той совок буде нас тримати? Это реакция на дошку пошани здорового человека. Второй пример. Є така музиківка на Херсонщині. І ось саме у серпні 2019 року Музиківська ОТГ закликає громаду: настав час оновити дошку пошани. Виявляється, що ця дошка з'явилася в Музиківці ще у 2015 році з ініціативи та всебічної підтримки Сергія Сорокунського. А хто ж такой Сорокунський? Это депутат от партии регионов, кандидат в депутаты, оппозиционный блок. И вот свежак. 2020 год, депутат Херсонской областной рады Володимира Сальдо. Того самого Сальдо, коллаборанта с Россией, назначенного главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 получил российское гражданство от Временного оккупационного правительства Херсона. Ну и сам Сорокунский фигурирует в разных неприятных базах. Так вот, в данном случае человек из пророссийских партий регионов и оппозиционных блоков и блока Владимира Сальдо протаскивает эту доску почета под соусом «А что же тут плохого?». Но такие люди из таких партий ничего просто так не делают. Потому что доска почета – это метод управления и подавления. Выделить кого-то, чтобы другие рядовые работники чувствовали себя лохами и тянулись поближе к начальству, были послушными и являлись моделью поведения для остальных. Для этого придумано такое название – передовики производства. Те, кто опережает других в работе, добивается наилучших результатов. И до сих пор встречаешь людей, которые хвастаются: а вот моя бабушка была передовиком производства и висела в колхозе на доске почета. И сразу вопрос: за какие заслуги твоя бабушка туда попала? А не за послушання ли начальству случайно? Тихо сапала буряки, годила, и за це їй приписували показники. Так вот разберемся, что такое доска почета, как возникла эта идея и какой вред для общества она несет. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Доска почета – это агитационно-пропагандистская затея советской власти. В первые годы она называлась «красной доской», потому что представляла собой широкий щит, обтянутый красной тканью, и располагалась у проходной или внутри здания организации. В России до сих пор эти доски красные. На первых красных досках вывешивали пока что только списки отличившихся рабочих и селян, без фотографий, лозунг лучших ударников на красную доску. Кто такие ударники?
Ударный труд – это такой напряг, чтобы жилы на лбу выступали, чтобы нормы выше, а сроки покороче. Ударников собирали в ударные бригады, и движение с ударничества стало мега важным средством идеологической обработки населения. Все помнят шахтера Алексея Стаханова, трактористку Пашу Ангелину. Но теперь всем известно, что это были дутые передовики, которые висели на дутых досках почета. Почему дутые? А потому что при советской власти было невыгодно перевыполнять план. Перевыполнишь, и обязательно после этого норму тебе повысят. Об этом мы красочно рассказывали в видео об агрономе Каморном. А расценки при этом не поднимали, а выполнять план – это обязанность. И создавали бригады коммунистического труда, комсомольско-молодежные бригады социалистического труда. Близкому к начальству прихлебателю бригадиру подрисовывали показатели, спрос такой бригады становился меньше, и на дутых цифрах выделяли передовикам квартиры, начисляли премии, продвигали в очереди на «Жигули». В противовес существовала черная доска или доска позора, на которую заносились пьяницы, прогульщики и те, кто начальству не угождал. И когда СССР развалился, что вы думаете, доски почета остались. А почему? А потому что коммунисты никуда не делись, они переквалифицировались. И психология совковая осталась в головах внуков коммунистов, идеологи остались. Им нужно было все эти совковые заморочки использовать, чтобы не дать населению проникнуться западными демократическими ценностями. И поэтому доски почета регулярно обновляются. Все это делается для того, чтобы не забывали СССР, чтобы возделывать в душах постсовков ностальгию по советским временам. У нас еще остались такие куточки заповедные от коммунистического режима. Все ломают голову, что с ними делать. Интересно, я была здесь позавчера, и здесь все было захламлено. А сегодня расчистили ветки специально для нас. Здесь находилась доска почета Красногвардейского района. И боюсь я, как бы это не расчистили для дальнейших каких-то действий. А действия в нашем городе могут только одни – поставить здесь киоски. Но остались только вот эти стенды о том, что в 1933 году район отримав сучасную назву Красногвардейский. Здесь стояла доска почета, ее уже сносили. Остались только предприятия, здесь рассказывают, какие были в Красногвардейском районе. Какие-то почетные люди, вот наша гордость, наша промислова гордість. Ну, яка промислова гордість? КБ «Південне», агрегатний завод. Клиники и все такое. Я бы на этом месте, конечно же, оставила этот куточек как заповедник, огородить его проволокой и рассказывать народу, для чего все это делать. Потому что все это не так безобидно. Все эти доски почета, это были пропагандистские инструменты советского режима. И не зря рашисты, когда приходят на оккупированную территорию, что они делают? Тащат за собой бюсты Ленина и устанавливают их, чтобы продолжать людям морочить мозги. И вот на этом месте когда-то висело фото заместителя директора по учебной работе индустриального техникума Короховой Аллы Викторовны.
Читаем, за что ее туда помістили. Має відзнаки та нагороди, нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти України, Василь Сухомлинський і, внимание, диплом лауреата районного конкурсу «Шануймося, ленінці, ми ж того варті». 2010 року у номінації «Кращий представник у галузі освіти» розпорядження про занесення на дошку пошани Ленінського району. То есть, вы представляете, в 2010 году 20 лет независимой Украине, а конкурс «Шануймося, ленінці, ми ж того варті». И его победителей вешали на доску почета. А тем, кому западло было даже участвовать в таком конкурсе, остались за бортом. А Алла Викторовна, кажется, до сих пор в колледже работает заступником директора з навчальної роботи. И мало кто помнит, что она лауреат районного конкурсу «Шануймося, ленінці, ми ж того варті». Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вывод такой. И на эту тему есть гениальная песня группы The Script Hall of Fame. Потому что на Западе нет никаких совковых досок почета. Там есть зал, стена или аллея славы. Вы, наверное, слышали о таких из средств массовой информации. В зале славы устанавливают скульптуры, таблички, вещи знаменитых людей. Если таблички вешают на стенах, то это стена славы. Если впечатываются в тротуар, то это аллея славы или авеню славы. И что важно, списки претендентов составляют организации или общества. При этом часто устраиваются опросы населения, кто достоин находиться в зале славы. Так вот, если человек попал в Hall of Fame, то он реально внес какой-то весомый вклад в развитие общества, и общество с этим согласно. А вот все эти доски почета районного масштаба в постсоветских городах и селах, если у вас до сих пор они наблюдаются, то знаете, что это отрыжка советского режима, и ваши власти, руководители предприятий никак не хотят терять этот идеологический пропагандистский инструмент в своих неприглядных целях. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good